Зима – это славное время, которое у многих ассоциируется с предстоящим Новым годом, зимними каникулами, культовыми фильмами и незабываемой атмосферой. Это хорошее время, и зачастую встретить это время года в играх получается крайне редко, особенно в серии GTA, где зимних декораций нет вовсе. Вспомните, чего стоил момент в Сан-Андреас в миссии Бистро Святого Марка, когда нам показали, как Си-Джей на такси едет по зимнему Либерти-Сити. Согласитесь, это было нереально круто, и уверен, многие в тот момент захотели покататься по зимним улочкам Либерти-Сити, или же вовсе забрать зиму с собой в Сан-Андреас. Лично у меня было такое желание. И я решил сделать ламповую зимнюю сборку для GTA San Andreas. И не просто наставить разных зимних модов, а сделать полноценную стабильную версию игры, которая будет радовать зимними декорациями и при этом будет обладать разными полезными исправлениями и улучшениями. При этом визуальная игра будет выглядеть очень гармонично с зимней атмосферой. У вас может возникнуть вопрос, какая может быть зима в Штатах, где круглый год летом. Если опираться на логику, то да, зимы, как мы привыкли ее видеть, там нет. Но мы же в играх, и тут можно делать все, что хочешь и как хочешь. Но если же кому-то не нравятся подобные переделки, то смело можете скипать и данный ролик, а те, кто наоборот любит зимний вайб, то обязательно досмотрите до конца, так как далее будет много интересной и полезной информации, и что-то новое для себя вы обязательно узнаете. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь погрузиться в волшебную атмосферу зимнего Сан-Андреас. Первое и самое важное, с чего начинается моддинг, это правильная подготовка игры. Для всех дальнейших манипуляций потребуется чистая версия GTA San Andreas. Что значит чистая? Это означает, что в папке с игрой не должно быть лишних плагинов и разного рода утилит по типу сампа и прочего. Визуальное содержимое такой папки выглядит примерно вот так. Где взять такую версию? Специально для вас я оставлю подобную версию в своем телеграм-канале. Да, я создал телеграм-канал, где я буду публиковать разные ништяки, которых не будет больше нигде, поэтому рекомендую подписаться. Ну а прочие ссылки на моды будут в Google документе, он будет находиться в закрепленном комментарии или описании. Теперь предстоит, пожалуй, самый важный момент – правильная подготовка игры под моддинг. Для этого потребуется пропатченный GTA San Andreas.exe, OC Loader, Cleo, Cleo+, Mod Loader, Silent Patch, Widescreen Fix, Framerate Vigilant, Crash Info, Run DLL 32 Fix, NoDep, Repair GTA, Open Limit Adjuster, Improved Streaming, G-Input и многое другое. И возможно все, что я сейчас сказал, для вас какой-то непонятный набор слов. Если так, то у меня хорошие новости. Чтобы максимально облегчить подготовку игры под моддинг, я собрал пак необходимых инструментов и назвал все это San Andreas Tools и Improvements Pack. В него входит огромный список инструментов, а также базовые фиксы, которые сделают вашу стандартную San Andreas пригодной для уже нормальной игры на современных ПК. Также я заморочился и перевел большую часть инифайлов мода, чтобы вам было проще понять, что это такое и как с этим работать. Все, что вам нужно для моддинга, это чистая San Andreas и данный пак, после чего вы сможете спокойно заниматься дальнейшей установкой модов. Теперь GTA San Andreas полностью готова к дальнейшей установке любых модов, и далее я покажу, как же круто может выглядеть стандартная San Andreas в зимних декорациях с другими классными улучшениями. До Нового года осталось совсем мало времени, а новогоднего настроения нет. Тогда я хочу рассказать тебе про Amazing Online. В конце года на Amazing нас ждут атмосферные зимние мини-игры, которые заставят соревноваться с другими игроками и не заставят скучать. Гонки на санях, ледяной лабиринт, замерзшие края, штурм крепости и лепка снеговиков. Уникальная теплая новогодняя обстановка и интересные красочные квесты с удивительным сюжетом. Проходи зимний пропуск, зарабатывай снежки и обменивай их на ценные призы. Ну а пока ивент не начался, проводи зимние уютные вечера в компании друзей и подруг. В Amazing интуитивно понятный интерфейс, широкий спектр кастомизации автомобилей, которые не оставят равнодушным автолюбителей, нестандартные работы и увлекательный геймплей, пронизывающие тебя в реальную жизнь. Зарабатывай деньги, покоряй вершины криминального мира, госслужбы или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья. Переходи по ссылке в описании, скачивай игру и вводи мой промокод. Ждем тебя на просторах Amazing Online. Вернемся в офлайн мир San Andreas и сразу покажу основу зимней модификации, с которой далее я буду работать. Основной зимний мод это San Andreas Snow Convention, который подвергся небольшим доработкам. В данный пак входят следующие моды. Snow Andreas Reborn – это текстурный мод, который меняет все основные текстуры оригинальной игры на снежные, в том числе лоды и растительность. Таким образом San Andreas превращается из зеленого штата в белый. Вот такая простая магия, но это далеко не все, так как впереди еще много работы. Растительность. На мой взгляд, она немного не подходит под
под зимнюю атмосферу, и к ней мы еще вернемся немного позже. Proper Radar White Version. Это стилизованная под зиму версия радара, а также общая карта. Snow Chance. Теперь в игре вместо дождя будет идти снег, и с помощью данного мода будет определяться шанс выпадания осадков. В WINI-файле можно отредактировать возможность выпадения снега, например, сделать осадки в виде снега более частыми или же наоборот редкими. Snowflakes. Данный мод это и есть эффект снега. Стоит обратить внимание, что для работы снега нужен загрузчик эффектов, так как без него дополнительные эффекты снежинок работать не будут, поэтому просто качаем скрипт Effect Loader и наслаждаемся красивым снежным эффектом. Snow Surface. Добавляет снежные поверхности по всей карте. Snow Vanilla Grass. Это оригинальный вариант травы и кустарников, переделанный в зимний вариант. Snow Vanilla Vehicle TXD. Это зимний Vehicle TXD, который содержит в себе такие элементы, как заснеженные шины для всего транспорта. Winter Pop Cycle. Зимний Pop Cycle убирает загорающих NPC с пляжей, перераспределяет пэдов по районам и так далее. Winter Skin Pack. Заменяет почти всех пэдов оригинальной игры на свои зимние аналоги. Теперь пешеходы будут одеваться значительно теплее, но, к сожалению, это не касается второстепенных героев. Cold Steam. Холодное дыхание у главного героя и NPC. Теперь из-за похолодания в штате у всех пэдов будет идти пар изо рта. Cold Water. Мод, добавляющий эффект обледенения на границе экрана. И по описанию мода при длительном нахождении в воде должно убавляться здоровье CJ. Сколько бы я ни находился в воде, этого эффекта не было. Вероятно, данная деталь по какой-либо причине не работает, но зато есть красивый визуальный эффект. А теперь давайте перейдем к дополнительным зимним модам. И первое, с чего я начну, это очень крутой мод на зимнюю растительность под названием Bzor White Silence. Данная версия растительности достаточно хорошо вписывается в оригинальную GTA San Andreas. Я очень долго думал, что же лучше, но по итогу пришел к тому, что данный вариант, как ни крути, все же лучше выглядит в игре. Посмотрите на оригинальную зимнюю растительность, а теперь на White Silence. Второй вариант все же гармоничнее сочетается с данной атмосферой, но ставить его я никого не заставляю. Но в сборке будет именно этот вариант. Snowballs. Простой мод, который позволит кидать снежки. Долго кидая снежки в одного NPC, можно без последствий избавиться от него, что в свою очередь предоставляет новые возможности. Нажатием на E CJ подбирает снежок, на ту же клавишу кидает, а выкинуть уже поднятый снежок можно нажатием на клавишу Tab. Гирлянда на дом CJ. С наступлением темноты на доме CJ будет загораться рождественская гирлянда. Winter Car Pack. Небольшая подборка стандартных снежных моделей авто, которые слегка переделаны. На элементы добавлен снег, а на стекла снежные текстуры. И пожалуй все. Всего в паке 25 авто. Snow Feet Sound. Мод добавляет звук снега при ходьбе. Christmas Loading Theme. Я немного изменил оригинальную загрузочную тему, добавив в нее рождественских мотивов. Зимняя расцветка худо. Так как в San Andreas теперь зима, то оставить интерфейс в оригинальном виде было бы нельзя. Поэтому я нашел мод Hood Colors и откорректировал его. Он меняет цвет худа, я изменил худ на свое усмотрение, сделав его в бело-синих тонах. На мой взгляд, вышло очень даже неплохо. Full Menu Background Image. Мод делает фон меню на весь экран. Воспользовавшись этой особенностью, я заменил стандартные файлы на обработанные зимние скриншоты из данной сборки. И вышло очень даже неплохо и атмосферно. Меню Music с новогодней темой. Помимо красивых фонов, теперь в меню будет играть новогодняя мелодия или же любая, какую вы добавите. Я сделал новогоднюю тему, вы же можете добавить все что угодно. Winter Hood Icon. Также я решил стилизовать оригинальные иконки худа под зимний вариант. Изменив тона и добавив легкий холодный оттенок, вышло достаточно хорошо. И в тему сборки. Improve Default Armory плюс New Winter Icon. Еще я заменил оригинальное оружие на более качественное, а также поработал над иконками и сделал их все в одном зимнем стиле. Winter Loading Screens. За основу я взял мод Loading Screens 2K Definitive и переделал его под зимнюю тему. Добавил немного снега и немного изменил тон картинок на более холодный. Таким образом, худ и интерфейс игры теперь отлично вписываются в зимнюю атмосферу. Все ссылки на мои переделки интерфейса будут в телеграм-канале. Теперь настало время поработать над графикой и улучшить ее. Начну я уже с знакомого всем мода SkyGFX. И нет, я не буду использовать здесь PS2 фильтр, но зато я буду использовать другие классные функции данного мода. Например, отражение транспорта. В данном случае я настроил красивые ENV отражения. Также преимущество версии SkyGFX Extended в том, что можно использовать стохастическое текстурирование, то есть в игре не будет так ярко выражен повторяющийся рисунок текстур на больших элементах. Также можно отключить ужасный ПК тени игры, оставив тени только от
пэдов и многое другое. Ссылка на конфиг, который я использую в данной сборке, будет в Google документе. Real Liner Graphics. Мод добавляет в игру более реалистичные и настоящие цвета, без каких-либо оттенков и фильтров, отчего игра станет визуально более приятной и яркой. Данный мод именно то, что нужно для зимнего San Andreas, где преобладает белый цвет. Плюс, так как в SkyGFX стоит фильтр ПК, то все цвета будут чистыми, без желтых оттенков. Теперь небо и облака будут действительно белыми, а ночи более темными. Еще немаловажный фактор — это то, что данный мод работает на 24-часовом тайм-цикле. Это означает, что циклы погоды настроены под каждый игровой час. В стандартной игре цикл меняется каждые 6 часов. Таким образом, поведение погоды будет более плавным. Graphics Tweaker — классный мод, который позволяет настроить разные параметры. Например, здесь есть подобие фильтра RGB. Крутя каждый ползунок, можно настроить цветовую температуру картинки. Или же можно снизить или повысить освещение объектов и зданий. То же самое можно делать и с пэдами. Можно сделать ночь темнее или светлее. Также можно настроить освещение и в интерьерах. На самом деле это очень крутой инструмент для тонкой настройки освещения и яркости игры. Enhanced Classic Graphics — это классический набор исправленных 2D эффектов, который я не раз уже показывал и использовал в своих сборках. Данный мод отлично вписывается в зимнюю атмосферу и исправляет стандартные эффекты в лучшую сторону. Project 2D FX — незаменимый для GTA San Andreas мод, который увеличивает дальность прорисовки карты, объектов, растительности и многое другое. Мод, без которого не обходится ни одна сборка для GTA San Andreas, плюс его очень легко настроить, ссылку на гайд я оставлю в Google документе. Фиксы и исправления. Анимации. Animation Fix плюс New Car Animation. Два данных мода фиксят большое количество разных проблем с анимацией NPC и CJ. Одна из самых выраженных проблем — это не открывающийся рот у главного героя и прочих NPC во время разговора. Данный мод фиксит эту и многие другие проблемы с анимациями. Won't Move. Знаете ли вы, что CJ во время разговора по телефону не открывает рот? Не знали? Вот теперь будете знать. Данный скрипт исправит эту проблему, и теперь CJ будет нормально шевелить челюстью. Прочие фиксы. Pre-Lighting Fixes Pack. Данный пак исправляет некоторые проблемы с прилайтами на карте GTA San Andreas. Конечно, не все проблемы, но хотя бы какую-то их часть. Vehicle Light Fixes исправит проблемы с освещением у некоторого транспорта, например, добавит правильный свет поезду, картингу, добавит свет танку Rhino, которого ранее вообще не было, и еще достаточно много исправлений. Missing Lamppost Fix — мод, который я всегда использую в сборках. Ключевая его особенность — это то, что он добавляет порядка 300 уличных фонарей по всей карте, и именно в те места, где они по логике должны были быть, но потом их, вероятно, по какой-либо причине убрали. Heli Fix добавляет пилотов вертолетов на место, так как в оригинале вертушки летают пустыми, а также теперь попаданием по пилоту можно сбить вертолет, что достаточно правдоподобно. Gangster SWAT Fix исправляет анимацию SWAT с гангстерской на X-законную, а также забирает у них микро-УЗИ и возвращает им MP5. Кстати, данная деталь по ощущениям абсолютно никак не влияет на баланс игры. Real Traffic Fix фиксит трафик, делая его поведение более адекватным и предсказуемым. Больше не будет скопления аварий на автострадах. Sky Gradient Fix исправляет неровный градиент в небе и делает его более гладким. Spread Fix фиксит разброс пуль, делая его более хаотичным, нежели в оригинале. Fix Car Shaking убирает раскачку задней части авто на всем транспорте игры. Но Extra Air Resistance. Данный мод убирает ограничение скорости в определенных зонах карты. Дело в том, что изначально в San Andreas есть зоны на карте, на которых установлено ограничение скорости для любого транспорта. Сделано это было по причине того, что железо PS2 не успевало обработать большое количество объектов. Таким образом, в сильно нагруженных зонах были введены лимиты скорости. В данных зонах любые авто будут ехать медленнее своей максимальной скорости, чем в месте, где этой зоны нет. Данный фикс убирает эти ограничения, и теперь транспорт может ехать с максимальной скоростью где угодно. Sprint Everywhere. Мод позволяет бегать спринтом где угодно, включая интерьеры, что очень удобно, и без данного мода я уже не представляю свою GTA San Andreas. San Andreas Stories Sprinting добавит возможность бега с тяжелым оружием, как это было в Vice City Stories. Анимации, кстати, взяты именно оттуда. Данный мод требует адаптации под мод Animation Fix плюс New Car Animation, но все делается очень просто, и об этом я уже делал видео на втором канале. Ссылка на инструкцию будет в Google документе. Ace Stat Box. Мод улучшает стандартное окно анимации, добавляя туда больше информации, а также делая шрифты читаемыми. Lighthouse и Pyramid Fix. Мод добавит немного украшательств на карту в виде активных маяков и столба света на пирамиде в Las Venturas. Среди снежных пейзажей выглядит очень атмосферно. Pickups мод. Шикарный мод, добавляющий подсветку пикапов, как это было в Vice City и GTA 3. Но здесь я немного изменил настройки мода и сделал свет от пикапов оружия более светлым, тем самым адаптировав мод под зимнее окружение. Reload мод Fixed. Мод добавляет возможность перезаряжать оружие. Теперь, играя на клавиатуре, вы спокойно сможете перезарядить оружие нажатием привычного
обычной клавиши R. Speedo 2077. Легкий мод на легкий спидометр с тахометром. Впервые решил добавить что-то подобное в сборку. Мне показалось, что он классно вписывается в общую визуальную составляющую. Небольшой, компактный и информативный. Все, что нужно. И последний в текущей подборке полезный мод GPS Redux. Незаменимый в современных реалиях мод, который сделает путешествия по карте более комфортными, потому что теперь до цели будет строиться линия на радаре, как в GTA 4 и GTA 5. И вы всегда сможете увидеть, куда вам предстоит ехать, и даже здесь я немного внес корректировки и поменял цвет собственной метки с красного на серый. Все в угоду зимы. На этом этапе я предлагаю остановиться. Все остальное это уже дело вкуса. И каждый самостоятельно добавить те или иные моды. Я же хотел сделать стабильную, нетребовательную сборку, в которую можно будет лампово играть зимними вечерами или в любое время года, когда вам захочется зимней атмосферы. Все ссылки и информация будет в Google документе. От себя пожелаю всем хорошо встретить и провести новогодние праздники. Будьте здоровы, счастливы и пусть в вашем доме всегда царит покой и гармония. Если видео было полезно, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Готовая сборка, как всегда, будет на Boosty. И там же, кстати, будет зимняя сборка 2-летней давности, если вдруг захотите почувствовать разницу. Отдельное спасибо всем ребятам на Boosty, кто внес свой вклад в поддержку канала. Это очень важно сейчас. У меня же на этом все. Увидимся в новых видео в новом году.